Привет, друзья! Сегодня мы поговорим об одном очень интересном устройстве, которое, по моему мнению, немного недооцененное, а некоторые о нем попросту не знают. Речь пойдет о панели управления Stream Deck от компании Elgato. Первая мысль, которая приходит, глядя на это устройство: да, это все только для геймеров и стримеров, но это одно из достаточно больших заблуждений, и в этом видео я постараюсь развеять все сомнения по поводу этого устройства. А еще в конце видео я приготовил полезную информацию для тех, у кого еще нет этой панели управления, но очень хотелось бы попробовать. Поэтому усаживаемся поудобнее и поехали! Итак, что же умеет эта штуковина? Конечно же, описание основного функционала этого девайса можно было бы уместить во фразу типа «она позволяет на каждую кнопку закрепить определенную функцию», но это даже наполовину не описало бы все явные и скрытые возможности Stream Deck. Что, если я вам скажу, что панель управления Stream Deck от Elgato не только позволяет включить или отключить микрофон, поменять яркость ламп, но также торговать на криптобирже, автоматически отправлять сообщения в чат, запускать различные последовательные процессы, управлять смарт-устройствами и многое-многое другое. У меня, например, при нажатии вот этой кнопки включается обогреватель в комнате. А еще мы можем вывести график изменения цен какой-нибудь пары криптовалют на бирже. Удобно, не правда ли? Но давайте перейдем от слов к делу, посмотрим, как это устройство работает, а также пройдемся по основным его функциям. Расстановка кнопок осуществляется простым перетаскиванием из панели инструментов в нужную ячейку, и также само изменяется. После того, как вы перетащили необходимый инструмент на панель, его можно дополнительно настроить. В настройках каждой кнопки вы можете также изменить подпись этой кнопки, также вид текста на этой кнопке. Также здесь вы можете изменить цвет текста. Кстати, иконки вы можете выбрать как из библиотеки, так и установить свою, в том числе анимированную. А еще на сайте Elgato представлен набор бесплатных иконок, а также редактор для создания собственных. Вдобавок, в нашем арсенале есть такие элементы, как папки, страницы и профили. С помощью папок мы можем организовать многоуровневую структуру с вложенными элементами, таким образом навести порядок в нашей панели управления. Вот у меня, например, папка с чатами, папка с программами для бизнеса, сайты, которые я чаще всего использую. Это очень удобно. А если кнопок слишком много, то мы можем воспользоваться страницами. При этом гибко настроить навигацию между страницами. То есть мы можем переключаться как стрелочками, так и задать какую-то конкретную страницу, на которую мы хотим перейти. Да, и вот еще одна интересная фича, о которой почему-то никто не говорит. Если мы зайдем в папку, мы можем ее настроить так, чтобы у нас был автовыход из этой папки. То есть, например, если мы включаем вот этот переключатель, и здесь у нас, к примеру, установлена 1 секунда, и я выполняю какое-нибудь действие из этой папки, то автоматически через 1 секунду меня выбрасывают на уровень выше. Что же такое профиль? Это своего рода главные разделы, в которых мы размещаем все вышеперечисленные элементы. Важной особенностью профилей является возможность привязать их к конкретному приложению. Таким образом, переходя, например, в Finder, у вас будет отображаться свой профиль со своими кнопками. Переходя в какое-нибудь другое приложение, у вас будут отображаться нужные вам кнопки. Поскольку продумывание и настройка всего этого добра занимает достаточно много времени, разработчики софта для этого устройства предусмотрели возможность импорта, экспорта и создания бэкапов всех настроек, всех клавиш. И это позволяет переносить нам профили с одного компьютера на другой. Друзья, кого заинтересовало это устройство, я оставлю ссылочку в описании под видео, и вы сможете самостоятельно зайти и все посмотреть. Теперь давайте пройдемся по базовым инструментам. Первое в списке у нас инструмент Multi-Action. Это очень
важный и полезный инструмент, который позволяет нам в одной команде собрать сразу несколько последовательных команд. И это очень часто может быть полезным, например, когда вы хотите запустить все программы на своем рабочем месте для какого-то процесса, вы просто нажимаете одну кнопку, и после этого у вас открываются все необходимые для работы программы. Следующий инструмент — это Multi-Action Switch. Он работает похоже, разница только в том, что он выполняет один набор команд, а по клику второй раз выполняет другой набор. Таким образом, вы можете переключаться между двумя наборами команд. Еще один интересный инструмент — Random Action. С помощью него вы можете набросать сюда различные функции, которые будут в случайном порядке по клику на клавишу запускаться. Дальше у нас идут инструменты для работы с аудио, но я думаю, на них особо не стоит останавливаться, так как здесь и так все понятно. Затем у нас идут инструменты навигации, то есть папки, которые мы уже рассмотрели. Потом переключение между профилями, переключение между страницами, предыдущее и следующее, переход на определенную страницу, а также индикатор текущей страницы. Давайте все это уберем. Итак, следующее у нас идет вкладка System, в которой у нас есть инструмент для открытия веб-сайта. И интересной особенностью, я думаю, это будет полезно для программистов. Здесь есть то, что мы можем открывать не просто сайт, а отправлять запрос в фоновом режиме. Я думаю, это будет удобно для тестирования. Затем у нас идут Hotkey Switch. Этот инструмент позволяет также самопоследовательно запускать два разных сочетания клавиш. Затем у нас идет просто хоткей, то есть мы можем назначить какой-то хоткей с клавиатуры на кнопку на Stream Deck. Инструмент Open позволяет запустить нам приложение на компьютере или открыть какую-нибудь папку. Соответственно, Close закрывает приложение. Еще один интересный инструмент — текст, который позволяет автоматически по клику сгенерировать текст, который написан в этом окошке, а также инициировать нажатие кнопки Enter. Таким образом, мы с легкостью можем отправлять, например, сообщение в чат, которое нужно периодически повторять. Следующая вкладка у нас содержит настройки Stream Deck. Мы видим такие инструменты: таймер, который позволяет установить по нажатию клавиши на Stream Deck таймер и по его завершению издать какой-то звук из коллекции или же установить свой звук. Этот пресет позволяет нам изменять яркость самой панели управления Stream Deck, а также с помощью этого инструмента мы можем перевести панель управления в спящий режим. То есть у нас отобразится заставка на клавишах. Как вы видите, у меня здесь установлено еще много разных дополнений для работы с различными программами. Например, с OBS Studio, для контроля фотоламп, для управления умным домом и прочее. Все это вы также можете устанавливать на свое усмотрение. А для пользователей операционной системы Windows есть такой полезный инструмент, как микшер громкости, который заменяет собой стандартный микшер громкости Windows. К сожалению, я сейчас не могу вам это продемонстрировать, поскольку у меня нету компьютера на Windows под рукой. Также вы можете расширить набор инструментов с помощью всевозможных плагинов, которые можно бесплатно скачать на официальном сайте производителя. Все это делает использование Stream Deck практически безграничным. Вы можете запускать быстрые команды на macOS, выполнять консольные команды Windows, выводить различную информацию на кнопки, будь то время или ваш внешний IP-адрес и многое другое. Но поистине всесильным это устройство делает возможность написания собственных плагинов, например, на JavaScript, что позволяет организовать любую логику взаимодействия с компьютером и прочими устройствами. Но это для самых продвинутых. Хотя, если вам будет интересно, напишите в комментариях, и я вместе с вами попробую что-нибудь простенькое разработать. Кстати, на сайте Elgato есть еще очень много полезного для пользователей их оборудования. Это различные иконки, звуки бесплатные, музыка и многое другое. Правда, кое-что из этого есть и платное. Теперь давайте немного пройдемся по настройкам. В первой вкладке мы можем проверить и обновить приложение. Дальше идет управление самим устройством. Мы можем задать имя устройства, выбрать ориентацию изображения на устройстве, то есть оно может поворачиваться. Установить, через какое время панель управления будет переходить в спящий режим. Также здесь мы можем задать заставку. Да, кстати, в качестве заставки вы можете установить абсолютно любую статичную картинку. Затем мы можем изменить яркость клавиш. Эта вкладка позволяет подключить различные стрим-платформы.
Дальше профили, о которых мы уже говорили. Плагины, которые вы можете здесь как добавлять, так и удалять. И настройка кнопок по умолчанию. С этим, я думаю, вы сами разберетесь. А теперь, как и обещал, полезная информация для тех, кто хочет попробовать это устройство в деле, но не решается с его покупкой. Компания Elgato разработала мобильное приложение, которое позволяет использовать ваш смартфон или планшет точно так же, как Stream Deck. Вы можете превратить ваш девайс в панель управления на 6, 15, 32 и даже 56 интерактивных клавиш. Правда, в бесплатной версии приложения вам будет доступно только 6 клавиш, и есть ограничения на выбор дизайна панели, хотя до покупки физической панели мне этого вполне хватало. Также вы можете получить полную версию на 1 месяц бесплатно. А если понравится, то платная версия не особо и дорогая. Подводя итог, скажу, что лично для себя я нахожу это устройство очень полезным и очень удобным. Я активно его использую каждый день, чего и вам желаю. Друзья, надеюсь, я вас не очень утомил таким подробным разбором, и мне будет очень приятно, если вы поставите лайк этому видео, и вдвойне приятно, если вы подпишетесь на мой канал. Всем пока!